Сегодня ночью была проведена очередная атака против энергетических объектов на подконтрольной Киеву территории, обеспечивающих деятельность украинского ВПК. Скажи, пожалуйста, там украинские уже паблики разразились, так сказать, чуть ли не катастрофическими какими-то заявлениями. Что в итоге с этой короткой новости мы можем понимать? Телеграм-каналы украинские с утра разбомбили Хмельницкую атомную электростанцию начисто. Ее уже не осталось. Причем ссылались все эти деятели на заявления МАГАТЭ, ужасы какие-то там и прочее, прочее. Все настолько занимательно, что я не поленился залезть на сайт МАГАТЭ, благо там на русском все выкладывают. Обратитесь к первоисточнику и улыбайтесь вместе с нами, называется. Сообщение есть, да, сегодняшнее, утреннее. Наверное, надо цитировать, чтобы не превращаться в украинские паблики, простите. Продолжаются работы по содействию ремонту линии электропередач 330 киловольт ферросплавная 1, одной из линий вывода мощности Запорожской атомной электростанции. Это начало сообщения МАГАТЭ, которое как-то не в курсе, видимо, что ужасы у нас происходят и катастрофы. Обнаружены дополнительные повреждения примерно в 1,8 километров от распределительного энергетического устройства Запорожской атомной электростанции. До февраля 2022 года было 10 линий электропередач для вывода мощности станции. На день сегодняшний работает только одна, Днепровская. Там изначально планировалось отремонтировать 2, удалось пока только одну. На этой схеме не видно. Основная Днепровская 750 киловольт, та, которая не работала в течение месяца, то, что заставило, вопреки всем инструкциям МАГАТЭ, работать в течение месяца на дизельных электростанциях. Огромная благодарность всем, кто работает на Запорожской АЭС, что они этого выдержали. Никогда ранее в истории такого не было. Максимально допустимое время по меркам МАГАТЭ, по постфукусимскому кодексу безопасности 10 суток. А здесь 30 выдержали. Днепровскую отремонтировали, мы говорили, еще на той неделе. А ферросплавная была повреждена еще в мае. Тоже, видимо, рассчитывали, что удастся отремонтировать быстро, но сейчас дополнительное повреждение, дополнительная работа. Я так понимаю, что по-прежнему МАГАТЭ будет настаивать на том, чтобы режим тишины соблюдался на время работы монтеров. На всякий случай у нас почему-то рассказывают про эти повреждения, но забывают рассказать, что из себя представляют линии электропередач. Если говорить о ферросплавной, то это центральная опора линии электропередач высотой 100 метров и остальные опоры высотой 80 метров. Вот там повреждения. На такой высоте работать, если в это время будут идти боевые действия, конечно, невозможно. И загадка, почему с мая никто этого не делал, простите, рисковать жизнью людей, которые должны были это сделать, никто не стал. И вот сейчас, как всегда, для МАГАТЭ такая округлая фраза: продолжается содействие ремонту. Видимо, стараются быть как можно мягче, чтобы те, кто у нас по ту сторону линии боевого соприкосновения, не начали опять что-нибудь изобретать. Так, что касается Хмельницкой атомной электростанции, команде на Хмельницкой атомной электростанции также пришлось укрыться в своей гостинице на несколько часов сегодня утром. Вот, от точки до точки. Как из этого можно сделать вывод, что был нанесен удар по атомной электростанции, я не знаю, у меня фантазии не хватает. Люди по какой-то причине ушли к себе в гостиницу. Может, дождь там был, может, еще чего. От точки до точки. Ничего больше по этому поводу каких-то невероятных событий на Хмельницкой атомной электростанции в официальном сообщении МАГАТЭ ни слова. Сам Гросси прокомментировал: угрозы ядерной безопасности по-прежнему весьма реальны и постоянно присутствуют. Призываю к максимальной военной сдержанности. Точка. О какой электростанции он говорил? Он, по-моему, готов повторять, не приходя в сознание, он 2 года одно и то же повторяет. Безадресно. Было на Ровенской атомной электростанции снижение мощности 2 блоков.
читаю сообщение МАГАТЭ. Станция снизила мощность двух блоков на какую-то величину, не сказано, по запросу оператора сети. А оператор сети, я так понимаю, это украинский оператор Ну, сети. разумеется, это Ровенская атомная электростанция. То есть тоже никакого отношения, никаких тут выдающихся событий возле атомных электростанций нет. Сеть украинская сейчас под воздействием, соответственно, она разбалансирована. Если оператор дал команду снизить, значит, там что-то где-то происходит. Ничего выдающегося не видим. Дутая сенсация совершенно. Кто-то где-то укрылся. Ровенская АЭС сбросила мощность, но это команда оператора, это не событие на атомной электростанции. Так что, если кто-то начитался с утра каких-нибудь ужасов, перестаньте ужасаться, очередной фейк идет. Гросси недоволен тем, что идут вот, военное сдерживание не сдержано. Ну, кому он это сказал? Кто не сдерживается? Где не сдерживается? То, что ситуация в объединенной энергосистеме Украины, как бы это помягче сказать, непростая. Наверное, так можно сказать. Не очень простая. Потому что по ночам что-то прилетает, то, о чем предупреждали, для того, чтобы затруднить работу военно-промышленного комплекса киевских властей, ну, удары будут наноситься. Линии электропередач, они не идут конкретно к одному объекту. Это всегда сеть. Если выходит из строя какая-то подстанция, без электроэнергии остаются и другие потребители. Все остальные подробности можно читать на официальных сайтах Укрэнерго, ДТЭКа. Все ровно то же, что и было. К плановым отключениям добавляются аварийные. Время без подачи электроэнергии в разных регионах, в разное время. Следить за этим невозможно. Там какая-то рябь бесконечно идет. Снизился объем импорта из Европы, и Киев подавал это как большое достижение. Но если посмотреть на те данные, которые дает сайт Ассоциация операторов объединенных энергосистем Европы, ЭНСО-Э, там как-то все иначе. Там как-то все по-другому. Там указывают не только объемы перетоков, но еще и стоимость. Поскольку киевские власти запрашивали поставки электроэнергии из Европы в вечернее время, когда там максимально высокие цены, ну, давайте задумаемся, в чем причина. Очень много электроэнергии на Украине, не нужны поставки, или просто не хватает денег, и купить не на что? Вот такой странный вопрос. Ночью поставки идут. В вечернее время, в часы пикового спроса, не идут. Может быть, дело не в электроэнергии, а в отверстии в бюджете? Может быть, все иначе, деньги ушли не туда, куда необходимо было, на какие-то другие нужды направлены, в какие-то другие карманы, так скажем, или строки бюджета. Я не знаю, как там сейчас с погодой, если честно, не следил. В любом случае, зима близко. Как в небезызвестном фильме сказано, проблемы с отопительным сезоном на Украине становятся все более очевидными. Опять пошли сообщения о нарушении поставок газа собственной добычи. Опять проблемы в Полтавской и в Харьковской областях. И, судя по тем местам, которые обозначает наш Генштаб, похоже, что компрессорные станции там начали выходить из строя, видимо, какие-то некачественные кондиционеры. Так бывает. То есть ситуация по сравнению с прошлой неделей нисколько не изменилась, объем собственной добычи снизен, попытки поставлять газ из Европы продолжаются. Вот через Румынию и, соответственно, Приднестровье пошел огромный вал природного газа до 600 тысяч кубометров в сутки. Это приблизительно капля в море. Связано это с тем, что и тарифы на прокачку высокие. Газ в Румынию попадает через Болгарию. В Болгарию он поступает либо из Турции, либо из Греции. То есть там сочетать количество транзитных расходов просто невозможно. Соответственно, объем в подземных хранилищах газа в Львовской области продолжает снижаться. Наблюдаем, как хорошо и удачно было принято решение о прекращении транзита газа из России. Раньше вопросы с закачкой решались достаточно быстро и просто, сейчас они решаются приблизительно никак.
Сроки отопительного сезона на Украине сдвинуты вправо. К чему это приведет, но тоже можно людей пытаться морозить в их квартирах, но люди включат электроотопление. Так что здесь проблема не только в том, что предпринимают наши вооруженные силы, но и, разумеется, проблема в погоде, проблема в том, что людям хочется жить в комфорте, проблема в том, что они не услышали совета своих же депутатов Киевского парламента: покидайте крупные города, едьте туда, где печка есть, так надежнее. Будем следить. Что еще можно сказать? Эксперимент продолжается. Ну вот в дополнение к газовой теме, скажи мне, то есть вот Зеленский очередной раз там сделал заявление, что Европа даст деньги на закупку газа. Вопрос, где его взять, как его транспортировать, ну, ты примерно так уже сказал, и где его хранить в итоге, и как его распределять. Загадка на загадке. Дадут деньги, а когда? Дадут деньги, а сколько? Какая будет цена в это время в Европе? Сколько будет стоить транзитные платежи? Судя по тем данным, которые есть, трубопроводы, по которым можно закачать газ в подземные хранилища Львовской области со стороны Словакии, со стороны Румынии, со стороны Польши целых. Но вот как-то никто ничего не поставляет, судя по данным ЭНСУ-Г. ЭНСУ, там, вот буква Г — это газ. Ну, нет там объемов, которые идут на Украину. Или они настолько минимальны, что понятно, что можно рассказывать: вот мы получили газ из Азербайджана, ура, ура. Но из Баку сообщают, что это было тестовое испытание. Да, теоретически газ прокачать можно. И дальше никаких комментариев, потому что дальше, видимо, пошли переговоры о том, как мог бы выглядеть контракт. Очевидно, предложение из Киева: давайте мы вам заплатим через 5 лет половину, наверное, может быть. И некоторое недоумение в Баку. Вот товар, где деньги. Вы не можете заплатить? Ну, хорошо, пишите письма. Точно так же было продекларировано, что стал поступать газ по южному маршруту со стороны Болгарии, Румынии, Молдавии. Ура, ура. Ну, какой ура, если объем пришел просто никакой, и сообщение о том, что подписан какой-нибудь, ну, хотя бы спотовый контракт, ничего нет. Так что мне кажется, что это больше смахивает на какие-то психологические экзерсисы, чтобы успокоить население, которому можно только посочувствовать в данной обстановке, которая сейчас там складывается. Будем наблюдать. Помню о том, что любое выступление пана Зеленского посвящено одной и той же теме. Дайте денег. Как было в знаменитом фильме, да? «Батька, дай гроши». Да. Что бы он ни говорил перед этим, в конце должна... Любое его выступление должно завершаться фразой: «Дайте денег». Дайте денег на электроэнергию, дайте деньги на газ, дайте деньги на вооружение, дайте. Ну, ждите. Ну, давай тогда на этой ноте с украинской темой закончим. Мы перейдем к новостям более спокойным. Вчера состоялось совещание под руководством вице-премьера Александра Новака по энергоснабжению центров обработки данных. Официальный итог совещания с сайта Министерства энергетики. Цитата. По итогам совещания вице-премьером было принято решение о создании рабочей группы под руководством Минэнерго России с участием энергетических и технологических компаний и органов власти. Рабочая группа рассмотрит различные предложения и варианты по энергоснабжению центров обработки данных для искусственного интеллекта, в том числе за счет задействования существующих энергомощностей и создания новых мощностей с кооперацией с технологическими компаниями. Мы с тобой, когда обсуждали итоги российской энергетической недели, как раз эту тему с ЦОДами поднимали. Это было распоряжение практически Владимира Владимировича по использованию как существующих, так и наращиванию новых мощностей по энергоснабжению ЦОДов. Я так понимаю, это вот первый, так сказать, итог его поручения правительству. Что здесь можно сказать и где это, что называется, может быть реализовано в ближайшее время? Ой, ну, давайте по порядку. Для начала процитируем Владимира Владимировича. Это не было поручением, это было выступление на Российской энергонеделе, событие международное. Под запись правительству никто ничего не давал. Общее положение
Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейн и объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Здесь он совершенно прав. Все, что касается искусственного интеллекта, крайне энергоемко. Я, конечно, не специалист по блокчейнам, по обработке больших баз данных. Я точно помню, что киловатт-часы для них сырье. Сырья надо много. Данные, которые есть у Министерства цифрового развития, немножечко расходятся с ассоциацией компаний, которые занимаются содами. По данным Министерства цифрового развития, мощность наших содов превысила 1 гигаватт. По данным тех компаний, которые непосредственно содами занимаются, может быть, не все данные в Минцифры поданы, может быть, некоторые слишком невелики по мощности, данные просто не подают, но по их данным общая установленная мощность оборудования от содов уже более 2 гигаватт. Может быть, даты не совпадают, кто-то раньше считал, кто-то позже. Очевидно, что спрос будет расти по оценкам самих компаний, ну давайте вот назовем это цифровой экономикой, которой занимаются. В этом году прирост ожидается порядка 30%. То есть это действительно уже довольно значимо. Напомню, что общая установленная мощность единой энергосистемы России и объединенной энергосистемы Востока, они у нас не синхронизированы, у нас 2 энергосистемы, если кто забыл, буду напоминать. 261 гигаватт, то есть это уже 1%. Если в таком темпе будет расти, действительно возникает много вопросов. И эта проблема не только в России, во всем мире. Я не знаю, насколько можно считать устойчивой вот эту гонку за искусственным интеллектом. Не мне оценивать, нужны другие специалисты, не окажется ли это каким-нибудь очередным пузырем из раздела водородной энергетики. Но на день сегодняшний спрос растет, причем растет очень быстро. И, ну давайте на всякий случай, вот какое значение это имеет для всего топливно-энергетического комплекса. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны возглавить гонку вот эту цифровую за искусственный интеллект, поэтому надо строить, строить и строить. На что это влияет? Вот, казалось бы, Соединенные Штаты решили там заниматься своим искусственным интеллектом. Какое нам всем до них дело? Выясняется следующее. После того, как началось массовое использование методов гидроразрыва пласта, оно же сланцевая революция, этот термин мне не нравится совершенно, добыча методом гидроразрыва, ну, как объяснить, что нефть, что газ под землей, это не какие-то огромные озера, бассейны, куда вот там трубу вставило, все пошло. Есть определенный грунт, между частичками которого находится нефть. Поскольку это на большой глубине, естественно, давление высокое, пробурили скважину, нефть пошла. Труднопроницаемые коллекторы – это вот такие породы, по которым нефти или газу протиснуться тяжело. Вот не пускает их грунт, и все. Да, там низкое давление, нефть чувствует, что надо бы туда подвинуться, но не может. Добывая вот таким способом, методом гидроразрыва пласта, то есть труба уходит в горизонт, вот в такой слой труднопроницаемый, подается специальный раствор, взрывается вот эта порода, гидроразрыв, то есть подача воды и определенных там химических веществ, которые эти трещины просто цементируют, чтобы нефть, газ по ним могли двигаться. Боролись американцы за нефть, причем действительно боролись. Первые работы в этом направлении начались сразу после нефтяного кризиса 1974 года. Называть революцией то, что готовилось на протяжении более 30 лет, ну, журналистам можно, но я считаю, что это неправильно, потому что 30 лет в это вкладывались. Были налоговые льготы для тех компаний, которые в этом направлении пошли. В 70-е годы около миллиарда было прямых субсидий из государственного бюджета. Я подчеркиваю годы, потому что до доллара немножко других денег стоит. Добывая нефть, специалисты обнаружили, что идет еще и газ, попутный газ. Вот его оказалось много, поскольку основной продукт, за которым шли, это нефть, а здесь идет газ. Надо его как-то, ну, на любых условиях монетизировать, потому что возвращение инвестиций за счет нефти уже идет. Что в результате? В результате сильно снизилась цена на внутреннем рынке США на природный газ. Его много.
Дальше у нас была волна с зеленой революцией, которую так не любит Дональд Трамп, и я тоже. Пошла замена угольной генерации на газовую. Зеленые считали, что это их победа, но если посмотреть правде в глаза, люди шли за нефтью, попутно нашли газ, понятно, что он будет дешевым. Понятно, что угольная генерация и генерация на дешевом газе пошел закат угольной эры в Соединенных Штатах. Количество угольных электростанций резко снизилось, там, десятки процентов. На их месте вырастают газовые электростанции.